Зеленский снова требует деньги и ракеты. Мобилизация в России – новая страшилка Банковой. Одесса под массированной атакой, Украину отрезали от моря. Американцы говорят о мире, но поставки оружия идут полным ходом. Ракеты заблокированы, санкции урезаны, а деньги кончились. Европа выходит из игры один за другим. Всем привет! 24 июля. Как всегда, главное за сутки в одном выпуске. Все остальное в Телеграме, ссылка под роликом. Лайк, подписка приветствуется и начинаем. В Киеве прошла совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. И тональность у этой встречи была ровно та же, что и всегда. Украинский лидер снова говорил о давлении на Москву и снова требовал от западных партнеров денег и оружия. По сути, ничего нового. Тот же набор тезисов, который звучит всегда. Зеленский сделал упор на том, что удары по территории Украины идут ежедневно, и попытался подать это исключительно как удары по гражданским. Российские удары не прекращались ни на день. Россияне наносят удары по нашим городам, по нашим селам, по жизни в Украине. Не было ни одного дня, чтобы российская армия не наносила удары по мирным жителям. И это многое говорит о том, с кем мы воюем и что мы защищаем. Дальше фирменный ход Банковой. Чтобы картинка агрессивной Москвы держалась, а провалы на фронте не бросались в глаза, Зеленский вернулся к теме новой волны мобилизации в России. Мол, Кремль готовит расширение конфликта. Сегодня мы говорили об угрозах, о реальных вызовах, которые существуют прямо сейчас, в преддверии осени. Путин готовит новый удар по Украине. По нашему мнению, он готовит дополнительную мобилизацию в России, готовит расширение войны. Как думаете, новая волна мобилизации в России реальна? Или это очередная страшилка Зеленского? На самом деле все проще. Чем хуже обстановка на фронте, тем громче риторика в Киеве. Это работает как отвлекающий маневр. Внимание аудитории уводится с реальных потерь и отступлений на гипотетические планы Москвы. Прием старый, но в Банковой им пользуются регулярно. Но есть деталь, которую скрыть не получается. Позиция Украины слабеет с каждым днем и на Банковой, и непосредственно на фронте. Лучшее подтверждение – то, с какими формулировками Зеленский обращается к Западу. Он буквально выпрашивает дефицитные средства противовоздушной обороны и ракеты, без которых Киев не в состоянии продолжать сопротивление. Вчера я говорил с представителями американского президента о том, какие шаги мы можем предпринять вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Но пока продолжается война и российские удары, нашим главным приоритетом остается противовоздушная оборона. Безусловно, в первую очередь это ракеты. И, конечно, ракеты для «Патриот». Ракеты для других систем ПВО тоже важны. Наша совместная работа с Европой и всеми партнерами в рамках оборонного производства. Здесь нужно еще больше усилий. Западные делегации продолжают приезжать и продолжают привозить обещания. Ирландия здесь не исключение. Визит Михала Мартина укладывается в тот же формат. Но никакие финансовые вливания системный кризис уже не закрывают. Позиция Киева ухудшается, а Зеленский требует все больше оружия от партнеров, которые сами свои склады давно вычерпали до дна. Одесса и область провели ночь под массированной атакой. По объектам региона было выпущено несколько десятков ракет разных типов. Дополнительно применялись ударные дроны и реактивные средства поражения. Работа шла волнами, с разных направлений и по разным высотам. Классическая схема, когда система ПВО просто не успевает распределять цели. Главный итог ночи – снова пострадала портовая инфраструктура. И вот здесь начинается самое интересное. Удары пришлись не только по самой Одессе. В список целей вошли порты Черноморска и Южного, терминалы, нефтебазы, склады и площадки, где могла вестись работа с военными грузами и беспилотниками. То есть речь идет не о точечной акции, а о работе по всей системе морского снабжения Украины целиком. На самом деле логика здесь предельно прозрачная. Одесский узел – это последний полноценный выход Украины к морю. Через него идет все – топливо, комплектующие, техника, компоненты для сборки дронов, часть зерновых потоков. Закрыть небо над этим направлением Киев физически не может. Средств ПВО не хватает даже на прикрытие столицы, не говоря уже о 3 портах и десятках терминалов вдоль побережья. По сути, Зеленского методично отрезают от моря. Не одномоментно, а слоями. Сначала выводятся из строя перевалочные мощности, потом топливные хранилища, потом логистические площадки, через которые проходят военные грузы. Отдельная деталь – нефтебазы. Это удар не только по армии, но и по всей экономике страны. Без топлива не работает ни транспорт, ни сельское хозяйство, ни портовая техника. В итоге картина складывается такая.
Чем чаще звучат заявления о нехватке противовоздушной обороны, тем очевиднее, что прикрывать все сразу Киев уже не в состоянии. И приоритет он вынужден выбирать между столицей и морем, хотя и там провал. Официальный Вашингтон подтвердил, что курс по украинскому конфликту остается прежним. Заявления прозвучали на полях саммита АСЕАН, и позиция администрации Дональда Трампа выглядит так: резкая критика самого факта боевых действий плюс продолжение масштабной военной поддержки Киева. Одно другому по логике Белого дома не мешает. Москва последовательно говорит о том, что накачивание Украины западным оружием нужно прекращать. Ответ из Вашингтона прозвучал предельно четко. Никаких корректировок в логистику поставок вноситься не будет. Во-первых, позиция США заключается в том, что мы продаем оружие через программу Перл. Это наша инициатива в рамках НАТО. Вот чем мы занимаемся. В этом отношении наша политика не изменилась. Формулировка важная. Речь идет о механизме продаж через натовскую инициативу. То есть оружие уходит на Украину не напрямую из американских запасов, а через европейских посредников, которые за него платят. Схема удобная. Вашингтон сохраняет поток вооружений и одновременно снимает с себя часть финансовой нагрузки. Параллельно американская сторона сделала упор на гуманитарной стороне вопроса. Марко Рубио заявил, что главной задачей видит прекращение конфликта, но признал, реальные контуры возможного соглашения пока крайне размыты. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую позитивную роль, какую только сможем, чтобы положить конец войне. А для этого нам нужно, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. Этого не произойдет на пресс-конференции. Этого не произойдет за одну встречу здесь, на Филиппинах. Для этого потребуется много работы. Сейчас нажмите на паузу и скажите, вы верите, что при таком раскладе вообще возможна какая-то мирная сделка? Я думаю, нет. Рубио пошел еще дальше в оценках. Белый дом считает продолжение боевых действий бесперспективным, а решения о дальнейшей эскалации нерациональными. Потому что, в конце концов, президент больше всего заботит не то, что представляют собой люди. Что же, вот о чем он больше всего заботится. Чтобы люди перестали умирать, чтобы людей перестали убивать. Украинцы могли вернуться в свою страну и отстроить ее заново. Он считает, что это глупая война. Он считает, что это бессмысленная война. И если мы сможем сыграть свою роль в том, чтобы положить ей конец, мы собираемся использовать для этого силу и влияние Соединенных Штатов. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что так оно и есть. И я надеюсь, что так оно и будет. Слова сильные, но за ними прячутся очевидное противоречие в действиях Запада. Заявления о поиске мира звучат ровно в тот же день, когда фиксируются объемы военных поставок. По сути, одна рука подписывает контракты, другая рассуждает о бессмысленности происходящего. И есть еще один момент, о котором в Вашингтоне говорят вслух далеко не всегда. На данном этапе реальная дипломатическая сделка на повестке дня просто не стоит. Цели Киева во главе с Владимиром Зеленским по-прежнему далеки от реального компромисса. Ключевой приоритет Банковой – обеспечить максимальный приток зарубежного финансирования. А это автоматически затягивает кризис и отодвигает перспективу урегулирования все дальше. А теперь про деньги. У Европы их для Украины остается все меньше, и это уже не мнение аналитиков, это признание самих европейских политиков. В начале года страны Евросоюза одобрили очередной крупный транш для Зеленского, но одобрили не все. Часть государств отказалась участвовать в инициативе. Национальные экономики от таких вливаний страдают напрямую. Венгрия в спонсировании Украины участвовать не стала, и позиция Будапешта с тех пор не изменилась. Спустя 4 года финансирования чужого конфликта Европа истощилась. И вот свежий сигнал. Болгария заявила о выходе из коалиции желающих. Формулировка премьер-министра предельно прямая. Денег на конфликт в Украине больше нет, а военными методами его не решить. Если так говорит Болгария, что тогда думают про себя в странах покрупнее, но вслух пока молчат? Дальше по списку. Чешская инициатива по поставке снарядов украинской армии. Она попросту сдулась. Обещанных объемов нет, схема закупок буксует. Отдельная история – Германия. Решение по поставкам Таурус для украинской армии провалено в Бундестаге. Против высказались 510 депутатов. Это не спорное голосование с перевесом в пару голосов. Это разгром. Санкционный трек выглядит не лучше. 21-й пакет Европа согласовывала с огромным трудом и в итоге приняла в урезанном виде. Его прямо назвали сокращенным. Греция блокирует запрет на перевозки российского газа. Франция и Германия не хотят запрещать закупки российской рыбы. По отдельности все это мелочи, но складываются они в одну картину. Европейцы больше не готовы жертвовать собственными деньгами ради продолжения противостояния. В итоге Зеленский оказывается в неприятной ситуации. Риторика о поддержке никуда не делась, заявления звучат по-прежнему громко. А вот реальные транши, снаряды и ракеты появляются все реже.
И разрыв между словами и цифрами становится все заметнее. Ну а теперь давайте подведем итоги дня. Зеленский на пресс-конференции в Киеве снова говорит о новой волне мобилизации в России. Но за этой риторикой прячется просьба о ракетах. На юге ночная атака накрыла порты Одессы, Черноморска и Южного, терминалы, нефтебазы, склады, всю систему морского снабжения разом. Из Вашингтона звучит, что война глупая и бессмысленная, и тут же подтверждается, что поставки оружия через натовскую инициативу идут без изменений. А Европа тем временем считает деньги. Болгария выходит из коалиции желающих, Таурус провален в Бундестаге, 21-й пакет санкций принят в урезанном виде. Одно к одному, и картина для Киева складывается тревожная. Ну а что обо всем этом думаете вы? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Лайк и подписка – лучшая поддержка канала, а все важное в моем телеграме, ссылка под роликом. С вами был Медиашот, скоро увидимся, всем пока.